северу. Дядька, як на ту сторону переїхати? Есть два варианта. То ли северный мост, то ли южный мост, следующий. Вот там, да? Вот это потом направо туда, да? Да, да, и вы куда? Мы в Хмельницкий. Хмельницк? Да. Ну я думаю, тут будет лучше. И откуда едете? Хмельницкий. Ну откуда? Чернигов. И там как сейчас? В Чернигове жопа, ребят. Ну типа Полная жопа. полностью был. Б'ють, блядь, пофіг бджоли будуть. Кидають, блядь, бомблять, блядь, так, щоб ми не можемо вам передати. В центр сами. В самий центр. И много мертвых. Мертвых не знаю, но... 30 человек. Сколько? 30 было вчера, да? Ну когда там на центральную площадь были. Центральная площадь — это Щорса кинотеатр. Да. И значит там сейчас уже жить никак? Нет, уже все, уже объявили цю. Мы журналисты из Чехии. Смотрите, в Чернигове такая обстановка. На сегодняшний день уже в детских садах объявлена эвакуация, то есть открывается, пообещали зеленый коридор, чтобы вывести. Это буквально я узнала вот в пути. Да. Эту ночь мы пережили сразу же очень большую бомбежку, вот, которая произошла непосредственно в центре города. Поэтому очень страшно, действительно, как показывают в фильмах военных. Ну и откуда бомбить? Самолеты бомбят? Самолеты. Белорусы, самолеты, из Ракеты, летают ракеты. идет свист, Границы. и поэтому получается таким образом. Когда была еще связь, нас мама предупреждала, она живет на границе, на Беларуси с границей. Вот Да. непосредственно линия, село крайнее идет, Глубоцкое, это уже Белоруссия. Они здесь. И мама говорит, вылетело 2 ракеты, там, либо щось полетело, доця, дивися. И мы уже знаем, что через некоторый период оно будет в Чернигове, так и есть. Потом ребята еще перед Черниговом звонят, 2 ракеты пролетело, и после этого взрыв. И ваши ребята там типа защищают город, борются, отбивают? Что, отбивают? Нас там все. Вот это, видишь машину? Вот это мы колеса возим, вот это все мы блокировали весь город со всех сторон. То есть мы заблокировались, но они обошли с 4 сторон. То есть, значит, сейчас уже также те, которые обороняют, уже решают уезжать, да? Да, нет, обороняют. Я просто своих детей вывожу с дружиною. Понятно. Я бы там уже был. И будете еще возвращаться? Конечно, я или буду как? возвращаться туда-назад, буду делать, заниматься. Хорошо. Все, счастливо, ребята. Счастливо, всего доброго. Из оккупации населения города Мариуполя, наших уважаемых украинцев, которые просят сегодня о помощи, кричат о помощи. Евакуйовуватися готове все населення Маріуполя, я правильно розумію? Жінки, діти. Абсолютно верно. Все готовы. Но нужно, чтобы первое появилась тишина, а второе, чтобы мы организационно отработали на всех уровнях. В том числе, понятно, и с российской стороной, которая должна в первую очередь обеспечить эту тишину. Но я не знаю, есть ли у них желание, или у них есть желание стереть с лица земли наш Мариуполь вместе с мариупольцами. Это только маленькая капля, то, что идет укрепление города Киева. Чтобы быть уже готовым и все. Чтобы никакая, известно какая российская зараза здесь вообще даже ноги не было. И это происходит по всему Киеву. Что ожидаете дальше? Что будет? Сложно ответить. Но во всяком случае мы знаем то, что все будет так, как мы сделаем, а мы сделаем это очень хорошо. Вот. И во всяком случае прогоним с нашей земли, с Украины эту нечисть. Украина победит? Да. Потому что у нее такой народ. У нее есть мы. И мы вот на этой земле стоим, и мы ее никому не отдам. Не дадим. Спасибо большое. Всего хорошего. Всего хорошего. Jsme na náměstí Nezávislosti v samém centru Kyjeva. Je to místo, kde před 8 lety proběhl Majdan, během kterého se Ukrajina rozhodla otočit se směrem na západ.
Teď už zase vidíme v oknech některých budov pytle s pískem a město se připravuje na obranu proti ruské invazi. Zatímco tady v centru je ještě pořád klid, jen občas slyšíme nějaké výbuchy, tak na předměstích se kopou zákopy a připravuje se obrana. Делаем. Это на вот застройки окон. Затуляем окна и, так сказать, баррикады еще раз. Думаете, что бои вот до самого центра Киева дойдут? Это уже не знаю. Вряд ли. Навряд. Здесь, так сказать, каждый за клочок земли будет грызть. Защитите Украину? Если я здесь, значит защищаю. Получится? Конечно, получится. Все будет супер. Главное, верить в себя. Спасибо. Счастливо. Хорошего дня. Spasibo. Takže lidi tady na Majdanu plní pytle pískem, ty pytle dávají do oken, aby mohli bojovat v případě, že boje dojdou doopravdy až sem. Majdan začíná být připravený, vidíme tady ježky protitankové, vidíme tady betonové bloky, vidíme tu jednotky teritoriální obrany, většinou se samopaly v ruce a my se jdeme podívat ještě na kraj města, jak vypadá obrana v první linii tam, kde se ten útok očekává nejvíc. Teď projíždíme celým Kyjevem a na silnicích je každých pár set metrů nějaký checkpoint, buď jenom z pneumatik nebo z betonových bloků. Kolem cest se plní pytle s pískem a dělají se z toho pozice, na kterých budou Ukrajinci schopni odrážet případný ruský útok. No nachuj, znov nachuj, dorazí nachuj. Je hrozně moc teďka tady takových věcí. Jak nám to vede trošku jinam. Aha, jo, dobrý, nás to vede do vedlejšího pruhu, protože jdem na dálnici v protisměru. Tak to je v pohodě. Dobrý. Vojáci jsou všude kolem cest. Teď už vyjíždíme z Kyjeva. A jako vidíme, že se dostáváme, to je tak vlastně vždycky, my už jsme byli několikrát na výjezdu z Kyjeva, my jsme jeli během posledních dní na Vasilkiv, kde je vojenské letiště, jeli jsme do Irpině, za kterou je vlastně to slavný vojenské letiště Hostomel, který se pořád bojuje, Irpině totálně rozbombardovaná. Pak jsme byli předevčírem 30 km za Kyjevem v městečku Makáriv, které je vlastně v kotli, Rusové jsou ze všech stran a bombardují ho. A vlastně při všech těch výjezdech jde vidět, jak je ten Kyjev, má několik linií obrany, nějaké centrum, takové jako méně chráněné ještě, protože to je opravdu centrum. No ale pak, když se jede na výjezd, tak tam jsou opravdu všude ježci, všude jsou tam ty betonové bloky. A pak najednou vyjedete ven a tohle končí a najednou máte trochu pocit, že jste v nějaké trošku nechráněné krajině a doopravdy vlastně opustíte poslední checkpoint a vždycky je to trochu napínavý, jako kdo drží ten následující checkpoint. Tady víme, nebo jakože z největší pravděpodobností ona neexistuje žádná mapa, která by se automaticky updateovala podle toho, kde zrovna ty jednotky jsou. Takže vlastně vždycky je tam nějaká nejistota, kam jedete, ale vidíme, že teďka jedeme z více, jako jede tu kolem nás víc aut a to je většinou znamení, že nejedeme do nějaké extra nebezpečné oblasti. Slyšel jsi? Znělo to jak výstřel, ale snad se pletu. No to znělo úplně přesně jak ten výstřel, když po nás pálili totiž, takže jsem možná lekavější teďka trošku. To mohla být nějaká pičovina. Назад, Войtek, назад. Давай, Войtek, назад, Войtek, назад, Войtek. Назад, еще назад. Прижимайся, назад. Войtek, назад, еще. Едем на сдаче. Молодец, Войtek, давай. Блин, ребята. Да. Блин. Назад, Войtечек, назад. Еще, Войtek, еще. Да, за нами БТР просто. Еще. За нами прямо БТР. Ну едь, ну что? Ну нет, я до него просто. А? Я его наберу.
Назад, еще. Еще, назад. Назад, Войтек, назад. Еще. Попали под обстрел. Ну почему? Попали под обстрел. Сильный обстрел. Сильный обстрел. Попали под обстрел. Очень сильный. Очень сильный. В Калиновке выехали на Макаров. Сильный обстрел. В Макарове уже с Макарова подъезжают диверсионные группы. Еще будет. С Макарова диверсионные группы идут уже. Хорошо, хоть выйти успела. Ну, ребята, Да. ебать. Да. Пить чай дома. Да. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, а в Требухове сейчас как ситуация? Тут спокойно было или менее? Пока нормально. Ну и знаете, где их позиции? Ну, вокруг города они вроде уже или как? Я не знаю. И еще вопрос. Нам сказали, что тут производят сейчас эти железные ежики противотанковые. Не знаете где? Ну и в город вроде нормально заехать, да? Ну, тут нормально, пока не стреляют. Не стреляют. Хорошо, спасибо. Hele, ptal jsem se hodně lidí a říkali, že jako neví, kde to tady je. Takže by bylo nejlepší se zeptat na nějakým checkpointu, kde se to vyrábí, akorát tady nejsou checkpointy a zároveň já už jsem trochu nesvůj z toho jet dál, protože říkali, že tady už se někde bojuje a trošku to se mnou cuká prostě. Takže bych se asi... No protože já jsem slyšel zvuk, který zněl úplně přesně jak ten výstřel ze samopalu. A bylo to takový... A úplně to bylo do piči. A pak jsem si uvědomil, ne, kolem nás jsou jako... ještě jako lidi chodí a tak, ale už jich bylo míň, to město už je poměrně prázdný, tady už je to třeba vyloženě prázdný, proti nám teďka vyjel ten obrněnec, který neměl označení a už jako cukáte jak hovado, no, takže jedem dozadu a zeptáme se, kde v zázemí se dělají spíš. Fajn, tak jedem. Jsme ve vesnici Chotiv, jenom pár kilometrů na jih od Kyjeva. Dnes jsme tu spali v krytu pod školou a teď sledujeme, jak přijíždí bílé maršrutky a evakuují ženy a děti na západ do bezpečí. Ну, мы смотрим, что тут происходит, как ситуация, и сейчас вот белые маршрутки, это почему приехали? Це, скажімо так, люди евакуируются к своим там знакомым, друзьям на Западной Украине. То есть они как бы согласовали, а волонтеры это люди, которые помогают им транспортом, помогают логистикой, чтобы посадить их, довести и передать уже непосредственно туда, куда они планируют, где они планируют временно остановиться. Временно, я надеюсь. Я-то уверен, что это временно. Все-таки я думаю, что наше дело правое, мы победим. Это все очень неправильно, очень грубо, очень цинично и антигуманно. Посему мы надеемся, что все это станет на свои места и все будет так, как было раньше. Мы будем жить, радоваться жизни, строить, учить, воспитывать детей и так далее, и так далее, и так далее. В таком направлении. И это село, и тут есть опасность, что сюда зайдут также бои, или это мимо? Ну, вы знаете, это насколько непредсказуемые вообще люди, которые напали на Украину, что они могут зайти куда угодно. Но поскольку мы недалеко от Одесской трассы, Обуховской трассы, недалеко от Киева, конечно, такая опасность существует. Я? Ну, пока до Львова. Пока до Львова? А вообще у меня есть мечта доехать к дочке до Штатов. До Штатов даже? Даже до Штатов. И когда решила, что надо уже уезжать?
Вчера вечером. Вчера вечером Да. собрала вещи и вы... И все, и я здесь. И как думаете, когда будет можно вернуться или будет можно вернуться? Ну, вернуться, если мне дадут визу, значит, через полгода. Да? Но сюда я вернусь, конечно. Значит, вчера вечером вы решила, что уже ситуация так напряженная, что надо уехать? Как-то стало не так на душе. А так все будет нормально. Спасибо, и вам. Доброго дня. Мы с чешского телеканала Букспот. Можно задать питание? Куда вы направляетесь? Какие планы дальше? Да, у нас такие планы, выезжаем с Киева. Выезжаем. Вот не по своей воле. Фашисты отправляют нас, кацапи, россияне. Вы понимаете? Вы местные? Сложно? Очень. Вот очень. З вчорашнього дня мечемося, і от це от, слава Богу, що знайшли такий транспорт, що будемо їхати до Львова. А потім на Польщу, а потім на Австрію. І так наша компанія буде вся в подорожі. І ви вже знаєте, хто вас приютить? Или... Знаємо, знаємо. У мене дочка старша є, там живе. І на нас кричить, виїжджайте швидше, бо погані діла надвигаються. Отака в нас жизнь. На як довго думаєте, що треба виїжджати? Довго там будемо? Ну, до лучших времен. Може ж воно щось розсосеться, може ж люди оглянуться, побачать себе. І сім'я? Да. Я остаюсь. Ви остаєтесь? Да. І ви, що далі буде з вами? Запишусь в тероборону. Да. Вот отправлю семью, запишусь. И таких тут много, когда семья уезжает и мужчины остаются? Да мало. Все куда-то уезжают, мужчины идут воевать, женщины с детьми куда-то уезжают. Ну, такие дела у нас неважные. Так было хорошо. И вот это вот наши братья, сестры, так взбудоражили нас. Поставили в куток. Ну, я вижу, что у вас довольно маленькие сумки. Вы Да только... нема що туди ложити, у ті сумки. Вы только базовые вещи взяли просто. Да, і ми надіємося, що бутерброд хтось дасть по дорозі. Не хочуть із батьком розставатися, не хочуть з батьком розставатися. Давайте сюди. Я тут... Так, дайте сумочку, будь ласка, мені. Давай сюди. Яку? Zatímco autobusy i vlaky odvážejí další ženy a děti do bezpečí, mnozí z těch, kteří zůstali, se naopak připravují na boj. У вас є ще з собою, якщо там щось незначне, цим ви нічого не врятуєте, але принаймні при необхідності, якщо довше десь будете перебувати до того, як вам будуть надавати допомогу, можете рану промити. Стерильний розчин. Також переломи якісь, еластичний бінт у вас з собою теж, знаєте, фіксуєте чимось, обмотуєте, еластичний бінт у вас з собою є. І там будуть також медпункти. Тримайте себе, шануйте себе, все буде добре. Дякуємо вам. Региональным куратором. Возможно, даже и сейчас работаю, но я не знаю. Муж идет воевать, и я за мужем иду воевать, чтобы мы друг друга прикрывали спины. Идем. Я пришла воевать с мужем за Украину против российского оккупанта. Мы пришли воевать, чтобы защищать наших детей,
женщин, в том числе, и нашу страну, потому что у нас страна большая, огромная, красивая, и мы хотим, чтобы она оставалась свободной, красивой, демократической, и против российских оккупантов, против России, потому что Россия, в конце концов, она сама развалится со временем, а мы будем воевать за нашу демократическую, красивую Украину. Ребенка мы отвезли отцу моему, вот, то есть он моего отца, он в безопасности, а мы решили с мужем вот пойти воевать за Украину. Но мы захотели все равно взять оружие и воевать, то нас здесь обучают, то есть показывают, проходит обучение, проходит подготовка и, значит, направляют, дают, то есть если человек хочет, ему, конечно, не отказывают, потому что любой человек у нас хочет защищать Украину, если он хочет, то его не удержишь все равно пойдет и будет защищать. В любом случае, с оружием или без оружия. Не приняли бы нас тероборону, но мы бы защищали тогда без оружия. Так что передайте Путину и русским, что женщины Украины поубивают всех мужчин, которые придут на нашу территорию. Всех взорвем, убьем, расстреляем и защитим наши дома, наших детей и в том числе наших мужчин, которые нас защищают. Адаменко, Лелю, Чабан. Ну и как раз сейчас тут вы выбираетесь куда-то на работу или? Да. Пост. Работа, ну правильно сказано, на работу. На работу. То работа. Сейчас это наша работа. На блокпостах или? Давай. Куда пошлют? И блокпост, и патрулирование. Куда пошли? Куда пошлют? Ну не туда, куда мы подумали. Не на русский корабль. Да, не на русский. Мы отправляем русский корабль туда. Куда обычно. Вот как тут, вот на шевроне. Zatímco se Kyjev připravuje na obranu, ruská vojska se přibližují od severu přes městečko Irpiň. Boje se tu vedou kvůli nedalekému vojenskému letišti Hostomel prakticky od prvního dne války. My jsme se sem poprvé vypravili 4 dny po začátku invaze. Jsme na Irpiňském mostu, který vojáci vyhodili do vzduchu proto, ať tudy nemůže přejít ruská vojenská technika. Za námi na severozápad od Kyjeva se vedli celý včerejšek boje. Můžeme se prorazit do města tímhle směrem, ale nepovedlo se to. Teď je vlastně klid, za chvíli začínají jednání mezi ukrajinskou a ruskou stranou a čekáme, jestli se poté zase spustí boje. Это началось где-то около 8 часов, когда заканчивался комендантский час. Тут резко стали стрелять очень сильно. И получается, произошел взрыв. Мы были как раз в квартирах. Квартиру полностью снесло одну. Потом мы, когда уже произошло вот это утихло, увидели, что 3 или 4 квартиры полностью снесено. И везде побиты стекла. Жить людям негде. Люди сейчас просто прячутся, но там, где есть, понимаете. И что вам дальше? Вы тут будете оставаться? Но нам некуда, конечно, мы будем здесь жить. Jsme na ulici Zborná v Irpini, asi 100 metrů tímhle směrem jsou poslední pozice ukrajinských vojáků. Je to ta ulice, na které včera ukrajinská vojska zničili asi 10 tanků a obrněnců ruské armády. Vlastně bylo to i tam, kde se nakonec rozběhli po lesích Čečenci. Teď tam probíhá, jak nám říkali vojáci, ještě začišťující operace, což znamená, že se snaží tyhle vojáky hledat a likvidovat. Jinak slyšíme výstřely, místní nám říkají, že to jsou děla, která pálí po ruských pozicích odsud směrem
směrem na sever, a jinak kolem sebe vidíme ohořelé domy, které vlastně utrpěly během včerejších bojů. Den před naší první návštěvou Irpině se ukrajinské armádě podařilo zatlačit ruské útočníky zpět na sever až k Hostomelu. V prvních 2 týdnech války bylo těžké pochopit, jak se může dařit ukrajinské armádě na tolika místech ničit mnohonásobně silnější armádu útočníka. Odpověď jsme se pokoušeli získat ze všech zdrojů. Trochu nám napověděl voják, který se v Irpini účastnil bojů předchozí den. Можно матюкаться? Можно, так и же. Нахуя их спалили? Заебашили. Меня же неудобно это делать. Що скажете по їх озброєнню? Могу сказать по амуниции. Они голые. У них даже у некоторых турникетов нет, элементарно. Амуниция, даже взять если наши ЗСУ, намного ярче, чем у них. Просто їхня армія така розкручена була. Казали, що Да мне кажется, пиздили просто генералы деньги, блядь, а этот марионетка Путин, блядь, он, вот мое мнение, он как марионетка, им всем, блядь, его сделали вокруг него вот такого идола, блядь, вот такого президента, на самом деле он чмошник, сука, все грамом. Když jsme přijeli o týden později, byli na postupu vpřed zase Rusové a ukrajinské armádě v Irpini zůstávaly poslední opěrné body. Civilisté prchali po tisících a mluvili o tom, že ve městě leží na ulicích po ruském bombardování mrtví lidé. Все? Как зовут тебя? Артура. Все будет. Идемте в автобус, там во всяком случае тепло. Да, мы живы, здоровы, благодарим вас. Давайте. Вам возьмут, подожди, Ром, возьми кулек. Уже. Все. Да, щоб будь з дітьми, я ще 5 часов йшла пішком, щоб дітей забрати. Основном как раз над этими перестрелками, это ужас, конечно, жесть, страх. И сейчас как раз приехали? Только сейчас, да, а перестрелку пережили. Оглушили так, что мама не горюй. Мы вчера до 11 часов сидели в подвале. После 11, слава богу, подавили их. Пап, все в порядке, скажи маме, мы выбрались. Я из-под машины сидела. Много разрушений. Сегодня люди с ЖД вокзала пытались уехать, не смогли уехать, был поезд. Его бомбанули дорогу. В городе там как это выглядит все? В городе они сейчас в центре. В центре Ирпеня стоит их артиллерия и бьет по нашим, по Романовке, по людям, которые выходят из города. По детям, по женщинам, по мужчинам, которые выходили. Мы сидели до последнего, у нас родители там остались. И оставаются еще люди в Ирпене? Остаются, многие не могут выйти. У нас мама не выездная, ее только на скорой помощи. 250 давления. Мы ее с больницы забрали. У нее диабет. У нее диабет и давление 250. У нее прединфарктное состояние, мы ему не можем забрать. Ну и много домов пострадало? Много, частный спросите, сектор сколько сегодня. не пострадало. Много домов пострадало. И сегодня ночью пострадает еще больше. Обещают сегодня тяжелую ночь. Вообще нету. Гостомель вообще. Největší boje v okolí Kyjeva se právě teď vedou na severu, o městečko Irpiň, které je asi 2 kilometry za mnou. Když jsme tam byli ještě před necelým týdnem, tak se povedlo zničit kolonu ruské techniky a místní říkali, že budou bojovat až do konce a že nemají v plánu odejít. Teď tu vidíme, jak ve velkém probíhá evakuace posledních lidí, kteří tam stále zůstávají. Lidi, kteří sem přijíždí, tak vypadají vystrašeně a říkají, že celé centrum je zničené a jsou v něm Rusové. Сегодня ночью БТР вытаскивали, джипы, люди висят, расстреляны, безголовые. Прямо по улицам, да? На выходе, на мосту, да. На пешеходном переходе, буквально годину назад, мина легла, 2 доростка, 2 детей. Наших там уже нет. Там 2 точечки, они лупят весь все.
Значит, в Ірпіні уже последние ваші позиції на мосту уже. Ні, ти що, не последнє, ну ми не будемо озвучувати де. Понятно. Ну, и вы постарайтесь. Ну и говорят, там чеченцы? Непонятно. Вон и все там. Это сейчас главная типа линия обороны Киева, да, кажется мне? Да. Речка. Судя по силам і засобам, які вони збирають з того боку, це напрямок головного удару. Так вам буде зрозуміло? Тримайтесь. У нас нема вихід. Ну, конечно. Всего доброго. Ruský plán byl zřejmě dohnat Kyjev ke kapitulaci během prvních pár dní za pomocí výsadkářů. Ti měli obsadit klíčová místa a zajistit víceméně bezproblémový průjezd invazních vojsk až do hlavního města. Stejně jako se to stalo například v roce 1968 v Československu. Armáda i dobrovolníci se zbraní však kladli nečekaný odpor a plán se nepovedl. Ruské velení změnilo strategii a rozhodlo se probít se do hlavního města i přes silný odpor a tisíce mrtvých na obou stranách. Я командир одного из блокпостов на въезде в Киев, который защищает основные артерии города. Это соединение дорог, соединение проспектов. Ну и против вам же стоит довольно сильная армия. Сколько придет, столько удобрим эту землю, блин. Нам пофиг, какая армия. Она самая сильная в мире, считает. Теперь она будет никакой, блин. После нас она будет никем. Она большая по количеству солдат, но она не сильная. Мы духом сильные. И у нас количеством, качеством мы превосходим. Они смеялись все. Россияне, не понимаю, орки. Смеялись, что у вас президент клоун, блин. Какой-то боксер, там, хоть он боксер, он мэр. Да в том сила. Если, представляете, если клоун с таким духом, то что тут говорить о других? Он сейчас, мы за него готовы все отдать жизнь. Потому что он не сдался, потому что он с характером, он с большими, огромными, ну, такими круглыми, такими штуками между ног. И мы за этим гордимся президентом. Ну, ведь территориальная оборона, это значит вроде, что вы местные люди. Ну, как вам смотреть на то, что тут в местах, где вы живете, сразу появились окопы, что блокпосты на дорогах? Ну, без этого никуда не денешься. Лучше пускай здесь будет, чем пострадали дальше, где-то там жилые районы, где живут мирные жители. Это временно, оно все уберется и будет красиво, будет цвести цветы, клумбы и все остальное. Так что это временное неудобство, я считаю, и все. Prvotní cíl obsadit Kyjev během pár dní naprosto selhal. Po měsíci bojů ale můžeme říct, že se Rusku stále nedaří město dobít ani za použití těžkého bombardování míst, které invazní armádě stojí v cestě. Otázka, kolik vojenských i civilních obětí je pro Vladimira Putina přípustných na cestě k naplnění svých cílů, tak stále čeká na zodpovězení.